Эта история, о которой я вам расскажу сегодня, уникальна и удивительна. Эту трагедию сравнивают с Титаником, называют греческим Титаником. И это не о корабле Британика, братья-близнецы Титаника, который затонул возле острова Кея. Это корабль Химара. В результате страшной и нелепой ошибки погибло 400, а возможно и гораздо больше число людей. Как такое произошло? Почему это случилось? Мы сегодня об этом поговорим. Корабль Химара, первоначально его название СС Керта, был построен в 1905 году в городе Щетин. Сейчас это Польша, а ранее Германия. И благополучно служил на благо Германии в качестве почтового судна. Довольно много лет, но во время Второй мировой войны попал под обстрел и каким-то удивительным чудом выжил и как-то вроде как и не был никак даже задет. И вот заканчивается Вторая мировая война. Он сначала попадает в лапки Англии. В Англии его как-то переделывают, ремонтируют, а может и не ремонтируют. Много всяких версий об этом есть. И передан после этого Греции как такая программа репарации вот после Второй мировой войны. В Греции корабль переименовывается в Химара. Химара есть такой городок на севере Греции, в Ипире. И в Пирее он перестраивается в транспортное пассажирское судно. Никогда не был раньше пассажирским судном, но вот так вот перестраивается в Пирее. Это было не бюджетно, но после Второй мировой войны была острая нехватка пассажирских кораблей. Вообще, то есть флота, но особенно пассажирских кораблей. И это был 1947 год. В июне он поступает, циркулирует между островами Кос, Волос, Икария, в общем, где он только не был. И уже ближе к зиме его ставят на более такой определенный курс, соединяющий Салоники с Пиреем. 76 метров в длину, чтобы вы понимали, и 10 метров в ширину. Мог идти до 16 узлов. На то время это было замечательно. Но я оговорюсь, кораблю на тот момент было 42 года. Ну, то есть он еще, в принципе, пригодный, но достаточно уже пожилой корабль вообще-то. К тому же 2 раза его ремонтировали, перестраивали. Капитаном корабля, что важно, был Спирус Беллинис. И к этой интересной личности мы вернемся чуть попозже. Только скажу, что ему было 52 года, кораблю 42 года, как-то так символично. И это был маршрут из Салоник в Пирей, но только вот погода подвела. Это было 18 января. 18 января 1947 года. Это была зима и было холодно. Что такое холодно по греческим стандартам зимой? Ну, это градусов 5. Был шторм, и капитан отказался от первоначального маршрута через Каппадоро, огибая всю Эвию и заходя с южной ее стороны. Маленькая оговорка. Я знаю очень много про эту часть моря, потому что у нас там летний дом, дача на юге Эвии, и поэтому если с той стороны дует северный ветер, даже умеренный северный ветер, это огромные волны, это огромные риски, это очень сложные погодные условия, которые, в принципе, практически там все время. И очень редко вообще море как-то утихает. Там за все время случилось огромное количество кораблекрушений. И поэтому
мудрый капитан решил идти другой стороной, другим направлением, через Эвийский залив. Так вот неожиданно совпало, поэтому была остановка в Халкиде, раз уж так. Вышло 10 человек, а зашло на борт непонятно сколько человек, потому что не велась статистика. А теперь мы поговорим о пассажирах. Я вот прямо вот сразу не сказала об этом, потому что давайте поговорим более вплотную о пассажирах. Вот в 8 утра корабль вышел из Салоник, и на борту находилось 550 пассажиров и 86 членов экипажа. Очень много членов экипажа вы не находите, 86 и 550 пассажиров. Но, во-первых, некоторые пассажиры ехали зайцами, то есть очень-очень люди стремились попасть на этот корабль. За такой короткий срок попасть в Пирей из Салоник. Такая удача. И какие-то пассажиры просто попали без билета. Еще раз напомню, 76 метров в длину, 10 метров всего лишь в ширину и более 600, тоже никто не знает, скажем так, от 600 до 700 человек на борту. И это еще не все. На борту среди этих пассажиров было 36 политических заключенных. А я напоминаю, 1947 год. Это, по сути, хунта. И эти политические заключенные, это были коммунисты. Они были в наручниках. И капитан корабля Спирос Белинис попросил освободить их с наручников на время плавания. Возможно, скорее всего, этот приказ был исполнен. Опять-таки, очень много всяких разногласий по этому поводу. И это еще не все. Среди пассажиров, 550 пассажиров, среди них половина были военные, вооруженные, а половина людей обычных, штатских, то есть там были семьи, дети, не знаю, бабульки, абсолютно нормальные пассажиры. Опять-таки мы не знаем, сколько пассажиров зашло на борт в Халкиде. Так вот, спонтанно была остановка в Халкиде. Была остановка около по 12 ночи. И вот корабль Химара идет по Эвбийскому проливу. Опять-таки, я знаю это место очень хорошо, потому что мы берем паром в Айе Марина, в Стыру. И вот этот вот паром, это буквально 45 минут на современном пароме. Я постоянно смотрю по сторонам. Там есть остров с заброшенным маяком. Информация о маяке вообще нулевая в интернете. Но явно этот маяк был свидетелем этой катастрофы. И странно, что он как-то никак не помог тому, что произошло. Я много раз была в этих местах. Очень много раз, потому что это наш маршрут постоянный. И да, там очень много маленьких островков, буквально скал, которые вот выпирают из моря. И навигация того времени, 1947 год, естественно, не была так развита, как сейчас. Естественно, капитан не знал, сколько метров под килем и сколько метров до какого-то рифа, какой-то скалы торчащей. Была ночь. Люди боялись, это было послевоенное время. Это сейчас везде там электричество, огоньки. И тогда не было ничего, никаких световых каких-то обозначений, которые бы могли помогать в навигации. И вот так сложилось, что именно в это время, в 4 утра, смена вахты, вахтовая смена. То есть капитан идет отдыхать, его заместитель приходит, который вообще, по-моему, даже особо и не понимал, где они находятся, и почему смена маршрута произошла, и куда, собственно, нужно направляться. Вот произошла эта смена, 10 минут, и случилась трагедия. То есть, если бы капитан не ушел с этой смены, если бы капитан поговорил со своим помощником, этого бы не случилось.
Может, они друг друга не поняли. В Эвбийском проливе тоже, собственно, была погода не штиль. Ну, то есть никакой угрозы кораблекрушения из-за погоды не было, в принципе. Ну и море было тоже не самое спокойное. Там достаточно сильные морские течения и так далее. И вот происходит, что происходит. Судно попадает на какую-то небольшую скалу, случается пробоина, заедает рулевое управление на правую сторону, на правый борт. И из машинного отделения начал валить пар. Ночь, холодно, темно, пар, корабль наклонился, он вибрирует, его сотрясает. Радио отказывается работать. Радио испорчено. Второго радио нет. А второе радио должно быть на борту. Корабль передали со вторым радио. Почему его нет? И на корабле начинается паника. Просто паника. Я хочу сказать, что корабль дрейфовал 1,5 часа. Вокруг, слева, справа, справа, само собой, земля, слева куча островов. И, в принципе, 1,5 часа. Если бы радио работало, то спасательные операции начались бы незамедлительно, и всех пассажиров бы спасли. Но что тут происходит? Происходит то, что военные в первую очередь заботятся о том, чтобы эти 36 политических заключенных не сбежали. Начинается стрельба. И вот вы представьте, ночь, кромешная тьма, корабль сотрясает, валит пар. Если там у кого-то какие-то фонарики, допустим, работали, то валит пар. То есть полный туман. Непонятно, что происходит. Совершенно непонятно. И начинается стрельба. Выстрелов было как минимум 50 раз. А когда пассажиры спрашивают у экипажа, что происходит, экипаж говорит: все в порядке, все хорошо, жилетов спасательных не выдаем, в шлюпки садиться не надо, все нормально, все под контролем. Но у людей паника. Это абсолютно нормальное явление. И поэтому эту трагедию и сравнивают с Титаником, называют греческим Титаником. Потому что очень много схожих элементов, потому что очень много вот таких вот деталей, потому что жизни можно было спасти. Если бы шлюпки были в достаточном количестве, и жилеты были, и капитан корабля по-другому себя повел. И, кстати, о капитане корабля. Итак, Спирос Белинис, 52 года. Тут я возьму небольшую свою шпаргалочку. Он родился в Лаконии, то есть он был маньятис, что хорошо его характеризует, человек дела, мало говорит, много делает. Он родился в 1895 году, и это было его третье кораблекрушение. Третье кораблекрушение в его карьере. Надо сказать, что он покинул корабль последним, и он выжил. И он потом давал показания и понес там какое-то наказание. По-моему, наказания были до 12 месяцев, то есть вообще ни о чем. Значит, он всегда увлекался кораблями, он хотел стать капитаном, с детства хотел стать капитаном. И вот в 1922 году произошло первое кораблекрушение. Это был пожар на судне Астропи. Окей, пожар в 1922 году. В 1941 году он был капитаном корабля «Леон». И этот корабль был обстрелян, и, соответственно, затонул возле города Халкида. Эвия тоже. В общем-то, и это все не по его вине случилось. И вот произошло то, что произошло. В принципе, он вел себя достаточно достойно. То есть он покинул корабль последний. Но шлюпок на всех не хватало. И на корабле творилась
как я уже говорила, паника. Мне нужно сейчас кое-что зачитать, потому что запомнить это невозможно. Вот что рассказывал выживший радист Йоргос Фрерис. «Меня сбросили со спасательной шлюпки. Я оказался в ледяном море и начал тонуть. Какая-то женщина зацепилась за мои ноги. Меня уносило в водоворот вместе с кораблем. Потом я ухватился за какой-то обломок. Корабль ушел под воду. Я увидел вокруг себя сотни людей, раскинутых в морской пене и волнах. В моих ушах до сих пор звучат их голоса. «Помогите! Мне холодно! Холодно!» Большинство из них через несколько часов замолчали навсегда. Спасательные операции начались только рано утром, в 6-7 утра. Сейчас я к этому еще вернусь. То есть люди находились в ледяной воде. Несколько часов они провели в ледяной воде. И почему отсутствовала вторая рация? Кочегар Михалис Кольяс свидетельствовал, что вторую рацию сняли еще в Салониках, военные же. То есть они увидели, у них был недостаток радио, и они просто сняли вторую радио. Зачем такая дополнительная станция радио на корабле? Ну, одной хватает. И вот таким странным стечением обстоятельств не было связи. То есть одна вышла из строя, второй просто не было. А теперь мы подходим к версиям. Было всего 3 версии, то есть газеты пестрили сообщениями. Первая версия, что это была мина со времен Первой мировой или Второй мировой. В общем, корабль наткнулся на мину. Но нет. Корабль был найден на глубине 33 метра в 1999 году греческими дайверами. И нет, эта версия не подтвердилась, это не была мина, это был просто кусок скалы, торчащий из моря, который не заметили. Это все. Не было тогда четких навигационных карт, люди реально боялись попасть на эти мины, и поэтому эта версия была достаточно такой рабочей, особенно в первые годы. Вторая версия вообще сумасшедшая. Это была диверсия вот этих вот заключенных, что они специально подложили взрывчатку, решили подорвать корабль, чтобы сбежать. Но это абсолютно абсурд, потому что многие из них погибли, и те, которые выжили, их сразу потом посадили в тюрьму опять на десятки лет. Ну, собственно, как в Худии происходило. И была еще третья версия, но самая безумная, что это была немецкая диверсия, что корабль специально такой залатали, что в нем не хватало радио, не хватало шлюпок, не хватало спасательных жилетов. Это было специально, чтобы унести жизни врагов. Ну, в общем, отметаем эту версию сразу же. И теперь нам осталось поговорить о спасательных операциях. Дизельная лодка Эхиосеус. Эхиосеус — это значит «Бог есть», такое название. Проходила через этот район, ну, то есть регулярно проходила. И вот они проходили и обнаружили людей в воде. Они сразу спасли 30 человек, доставили их на берег и сразу же вернулись и спасли еще 36 человек. И приблизительно в это же время здесь проходило судно, тоже ежедневно проходило, Айос Константинус из города Стира. То есть это было из Тиры, был постоянно маршрут проложен в Айе-Марину еще тогда. Потому что это один из самых кратчайших путей на Эвию. Один из. Вот. Они спасли еще 58 выживших. В общем-то, 230 человек всего было спасено, и около 400 затонуло. Скорее всего, это число было больше. И еще вдобавок я расскажу о невероятном факте. 2 человека с этого корабля Химара
два пловца, два друга, очень хороших пловца. Плыли 6 часов, они находились в воде 6 часов, пока их не выбросило буквально на берег Мараслонский. Странно, что они не нашли берег Марины, а совершили такое невероятное, конечно, героическое путешествие, 6 часов в воде. Почему они так долго плыли, ведь суша была так рядом? Так это все сильные морские течения. Одно дело, когда вы барахтаетесь возле пляжа, другое дело, когда вас заносит куда-нибудь там вглубь, где под вами 100 метров глубины. Это просто какой-то невероятный факт. Пловцы, два человека, они поддерживали друг друга ночью, они плыли в ледяной воде 6 часов, и они выжили. Никогда не сдавайтесь, никогда не складывайте лапки. Даже если за вас зацепились, если вас пытаются утопить вниз, за вас пытаются ухватиться, вы все равно должны пытаться спасти себя. Инстинкт самосохранения должен у вас работать на самом высоком уровне. Берегите себя. Надеюсь, эта история показалась кому-то интересной, потому что они абсолютно ноль информации на русском языке, очень мало на английском. На греческом есть, и то все-таки довольно-таки дозировано. Я рассказала вам практически вот все, что можно найти по этой теме о трагедии греческом Титанике, самой масштабной, самой такой невероятной трагедии, которая произошла с затонувшим кораблем в современной Греции. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, поставьте лайк и подпишитесь, если вы хотите, чтобы видео на этом канале было больше. Всем спасибо, всем пока.